Валерий Евгеньевич, вы что, действительно гарантируете и можете лечить и рак, и СПИД? Или это просто такое модное название? Да нет, это более чем серьезно. Уже есть люди, вылеченные от рака, со СПИДом, правда, немножко сложнее. Вот. От ишемии сердца это буквально по телефону, и очень легко и просто. Вот с гриппом несколько сложнее. Вот. Ну, гарантия простая, просто в основе того, чем я занимаюсь, лежит открытие. Открытие очень серьезное. Система гравитационных электромагнитных полюсов, такого универсального свойства Вселенной. Открытие это сделал совершенно случайно, 2,5 года назад. Занимаясь биографией Александра Леонидовича Чижевского, был такой выдающийся русский ученый, который связывал заболевания с солнечной активностью. Но при этом забыл объяснить ряд таких пустяков, как то, например, почему все болезни дрейфуют. То наступают, то отступают. Как чума. Да, чума, да, вот чума дрейфовала, допустим. Вот она была в 1666 году в Англии, затем в 1684 году в Испании, а потом ее не было 200 лет с лишним. Дальше она была во Франции, в Марселе, потом, значит, на Сицилии в 1743 году, а потом не было. Приплывали чумные корабли сюда, так сказать, и хоть бы моряки выздоравливали, никого не заражали и так далее. Валерий Вот. Ильич, а случайно ли называют СПИД чумой 20 века? Может быть, он тоже как-то дрейфует? Значит, ну про СПИД мы еще потом поговорим. Сначала надо все-таки объяснить, про открытие рассказать. Так вот, значит, открытие это заключалось в следующем. Я нанес на глобус вот, чумные города, где бывала чума. А затем долго пытался с помощью линейки определить, как же она дрейфует. А потом выяснил, что надо к глобусу приложить циркуль. Вот здесь, в Малой Азии, вот видите, вот города Александрия, да, Каир. Так, да, вот, значит, дальше здесь вот Трабзон существует, вот Стамбул. И, как видите, все они оказываются равноудаленными вот от этих точек. Если мы возьмем раствор циркуля пошире, скажем, вот до Триполи, да, и проведем еще одну дугу, то мы попадем в Мекку. И вот здесь вот, значит, я забыл, как называется этот город, но видите, опять чумной город равноудаленный. Так, если мы возьмем вот эту точку в районе Оманского полуострова, вот здесь я уже дырку просверлил насквозь, и даже возьмем вот опять раствор до Триполи, вот эта дуга, я тут ее уже провел давно, вот. Видите, вот она, кусок Африки параллельно. И посмотрите, куда попадаем. Попадаем в Рангун, тоже город, пораженный СПИДом. Если возьмем Калькутту, СПИДом или чумой? ой, чумой, да, это было в начале этого века. Вот увидите опять от этой точки равноудалены. Значит, Калькутта, Коломбо, столица Цейлона. А здесь мы попадем в Афины. Ну и так далее. То есть вот здесь вокруг этих точек закручено, вот если из этой точки взять, вот в Малой Азии, вот видите, вот она, дуга идет, и прямо полуостров Аравийский, видите, да, выстраивается, соответственно. Вот. Там вдоль другой дуги, так сказать, вот этой вот, скажем, выстраивается, видите, трещина вот Нила, вот озера, да, и параллельно Красному морю вот идет дуга и так далее. Да, совершенно верно. Значит, к глобусу надо было приложить циркуль. Вот после того, как я приложил, и стали ясны законы распространения заболеваний, стало ясно не только роль Солнца, но и роль Земли и многих других вещей. Ну, а дальше, значит, я вот взял в руки вот эти вот биолокационные рамки. Этому изобретению уже, ну, по самым скромным оценкам, 1008 лет. Но использовалось это для поисков полезных ископаемых, воды и так далее. Но для поисков заболеваний. А, значит, я стал использовать, ну, вот просто если я начну двигаться вот по комнате, вот видите, да? Вот видите, возникает та же самая линия, дуга, да, вот это вот тот самый разлом, который на глобусе, там, в виде Нила, там, или еще чего-то. А трещина на окне тоже вот. из-за разлома? Да, и трещина на окне тоже возникла не случайно. И вот вы смотрите, видите, в какой зоне вы сидите, Кошмар. и в какой зоне сижу я. А вы в хорошей? Да, я сижу в хорошей, совершенно верно. Вот, у вас будет болеть голова, у меня не будет болеть голова. Вот так Вот. гостей принимаете, Валерий Евгеньевич. Нет уж, как А получается. еще фирма. Куда гости сели. Так, ну так вот. А дальше посыпался вообще целый град открытий. Недавно я познакомился с одним замечательным экстрасенсом, магом и волшебником, который меня тоже, Александр Минасович Кембиров такой, который тоже меня обучил очень многим разным, так сказать, приемам,
фокусом и так далее. И поэтому мы можем лечить уже даже людей на расстоянии по одной фотографии. У меня вот есть женщина в Самаре, которая страдала раком 4-й стадии. Вот. Ну, правда, там мне повезло очень крупно, потому что она работала над цехом, где стояли станки, мощные электромоторы, которые портили ее биополе жутко. Ну, а когда она заболела, ее посадили на инвалидность, то она стала жить только в своей квартире, и это ее, в общем, спасло. А я, изменив ее биополе, достаточно быстро ее вылечил. Буквально через 3 недели вот она уже, так сказать, шлет радостные письма, поздравляет с Новым годом и так далее. Вот здесь вот ее фотокарточка даже показать. Ну вот, Валерий Ильич, да. это кто вы? Врач, ученый, журналист Уже или теперь- педагог? Теперь уже очень сложно сказать, кто я. Значит, у меня до этого было 20 с лишним профессий, а теперь их у меня 40 с лишним. Начиная от того, что я глава фирмы Храпов и Сы, поскольку непонятно, будут сыновья этим делом заниматься или не будут. Они сейчас серединка на половинку этим занимаются. Вот. Но тем не менее, Тёмка вот мне помогал, допустим, понять роль звуков. Вот Дим спрашивал, значит, почему рамки там значит, меняют свое положение. Так, Дим, вот, пожалуйста, вот нота ля. Так, вот сейчас я возьму рамки, а вы подудите в ноту ля. Так, видите, как изменилось биополе благодаря. А теперь переверните немножечко. Так, вот другую ноту возьму. Вот разные ноты влияют на наше биополе и, соответственно, меняют. Меняет все, не только биополе, меняет атмосферу. Вот можно повернуть ветер из окна. Значит, дело в том, что разные полюса по-разному реагируют. Ну, вот возьмем этот глобус для простоты, чтобы было понятно. Географические полюса – это то же самое. Что такое северный полюс? Это яма, дырка, низина. Что такое южный полюс? Это Антарктида. Возвышенность. Понятно, да? То есть вот пиала там, вот эта кружка. Значит, это северный полюс, а это южный. Значит, процессы здесь происходящие противоположные. То есть космическая энергия, допустим, здесь всасывается, а здесь она выходит. Значит, но это связано еще с тем, что они вращаются по-разному и так далее. Так вот, ну, теперь, если мы взглянем вот под углом этих полюсов на Землю, то мы увидим вот древнейший северный полюс нашей планеты, Тихий океан. А противоположный – южный. Здесь суша находится основная. Допустим, ну, тут я вот нашел более древние полюса, вот в районе Бермудского треугольника, да, вот там, где катастрофы все происходят. Значит, вот здесь вот противолежит ему там, значит, где-то тут в Австралии, значит, полюс вот где-то находится. Значит, вот здесь когда-то был полюс тоже, вот здесь вот, когда, скорее всего, существовала Атлантида. Вот. И был противоположный полюс в районе, так, вот здесь. Валерий Ильич, а вот, Вот. кстати, об Атлантиде. Да, вот Атлантида как раз повторяет структуру вот этих самых моих гравитационных электромагнитных полюсов. Значит, если вы посмотрите, то, ну, просто надо показать, чтобы было видно. Вот. Вот, и легко понять. Это вот Платон описал, и по описанию Платона, значит... Значит, вот- вы думаете, что это не миф, и Атлантида действительно? Нет, просто, ну, Платон же не знал, что я сделаю открытие, правда, гравитационных А может, у него электромагнитных... тоже такие были рамки у Платона? Да нет, я думаю, что рамок не было. У Платона карт не было, и глобусов А не циркули? было. Циркули существовали 6 тысяч лет назад, но карт таких точных и глобусов не было, это уж точно известно. Поэтому Платон это открытие, то, что я сделал, можно было сделать 100 лет назад, ну 150. Но 2000 лет назад этого сделать было нельзя. Ну вот посмотрите, видите опять вот это ядро. Ну, кстати, биофизики уже давно открыли, я теперь вот член Ассоциации кольцевых структур, что штаб-квартиры во Владивостоке. Они меня приняли чуть ли не почетным членом. И вот видите, концентрические окружности. Тут вот идут каналы, да, суша, потом опять, значит, суша, канал и так далее. Вот так столица Атлантиды представлена. И самое интересное, что у Посейдона здесь рождались по 5 пар близнецов. То есть как вот не начинают зачинать ребенка, все время клетки начинают очень быстро делиться. То есть там биофизические и биохимические процессы проходят очень-очень быстро. И клетки начинают делиться, так сказать, с самого начала, резко. Атлантида была на полюсе Храпова и сама об этом ничего не знала. Ну, нет, наверное, догадывались, потому что там и климат был какой-то особый, и, значит, так далее. Ну, и это древние много вообще знали о чем. Вот Стоунхендж, если вы посмотрите, да? Так, секунду. Нет, ну мы можем просто потом снять вот отдельно крупно Стоунхендж, и это вот рядышком Давайте положим эти все. Да.
Ну вот Стоунхендж, если вы посмотрите, то там принцип тот же самый. Те же кольцевые структуры отражены и там. А вот по этим дугам, вот по этим, и идут заболевания. Значит, я могу просто показать, вот СПИД в СССР, он аналогичен тому, что с чумой. Хотите? Да, пожалуйста. Вот тут у меня иллюстрацию надо найти. В 91 году, даже нет, в 90-м еще, когда я сделал только открытие, я приехал в Элисту. И предложил опубликовать вот эту схему. Ее тогда, правда, не решились опубликовать. Значит, ну вот видите, вот здесь вот дуга, река Северский Донец и Дон образует, да? И здесь город Шахты, где добывается уголь. И вот я взял раствор циркуля до Элисты, а потом провел вот эту вот окружность. И у меня 3 города, которые я знал. Волгоград и Урюпинск еще, что там и там спит. То есть вы его предсказали? Нет, а редактор смотрит и говорит, ой, и Ставрополь, и Ставрополь. А я его спрашиваю, говорю, что в Ставрополе тоже спит? Говорит, да, было, несколько случаев. Ой, и Советская. А Советская это райцентр с населением в 5000. Значит, ну и вот тем самым я предсказал, что там в Советском, так сказать, ну условно предсказал, будет спит. А совсем недавно мне позвонила женщина, вернее, написала письмо женщина из города Шахт, сообщив, что и там дети больны СПИДом, помогите нашим детям. Вот. Ну, 2,5 года я печатаюсь и в «Комсомольской правде», и в «Технике молодежи» тиражами миллионными. Ну, для людей это как медленно доходит. Но Да, это... и даже в день борьбы со СПИДом о вас как-то ничего не показали. Ну, это их трудности, а не мои, так сказать. Вот. Я СПИДом не болею, и родственники мои тоже болеть не будут. Остальные как хотят. Так, ну а теперь вот самое интересное, то, собственно, ради чего чем я занимаюсь. Это ради того, чтобы люди вообще не болели, и чтобы заселить планету здоровыми, одаренными людьми. Вот здесь для одного бельгийского журнала мы делали, значит, иллюстрацию. Вот видите, города, в которых рождались выдающиеся физики и химики, значит, Бельгии и Нидерландов. В Нидерландах, кстати, родилось в 2 раза больше, чем в Бельгии. Так вот, между тем. Вот. А за какой период? Что? За какой период? Я брал, ну, там все, которые упоминают в словаре, то есть начиная с 17 века. Ну, все, кто фигурирует. Как видите, вот они, месторождение их тоже идет по концентрическим окружностям. То есть в точках пересечения вот этих вот линий, этих разломов, этих плюсов. И более того, просто можно уже теперь программировать рождение вот долгоживущих, талантливых, одаренных людей. Вот. Хотите, вот покажу вот этот график. Вот. Видите, годы рождения, годы, да? А здесь дни, числа месяца. Вот. Ну, такая матрица возникла. И вот здесь точками я пометил, вот видите, вот несколько точек, да? Вот она, красные линии, видите? И вот они оказываются, вот в Америке один родился, там вот. Это у нас в России, это и опять в России. Значит, видите, они все лежат вот на одной прямой. Период один и тот же. Ну и какой бы взяли? Вот здесь я предсказал рождение Вернадского. Ну, предсказание наоборот. 1863 год, где он тут? Значит, сейчас не вижу. Так, вот он, 63 год. Да. И, значит, соответственно, вот здесь вот Вернадский родился, он в марте там где-то родился. Вот здесь. И вот Вернадский оказался вот на одной линии опять-таки. А с кем он оказался на одной линии? Ой, я не помню, это надо посмотреть. Валерий Евгеньевич, это то, над тем вы сейчас работаете, над чем вы сейчас работаете? Да, это, в общем, главная моя тема. Я хочу заселить планету талантливыми, одаренными, долго живущими людьми. Мне надоело жить с дураками. Я сейчас хочу заниматься не заболеваниями, мне это уже скучно и неинтересно. Я хочу просто заселить планету здоровыми, талантливыми, одаренными людьми, поскольку мне надоело жить с дураками, которые не понимают, что болезнь – это есть наказание за глупость, за невнимание к природе, к самому себе. Вот когда мы научимся на мир смотреть немножко другими глазами, когда поймем, где надо строить роддом, а где не надо его строить, тогда это пойдет само собой, очень просто, без особого напряга. И не надо будет вкладывать деньги в медицину. Я вам могу показать, все эти деньги вкладываются в ерунду, потому что вот если взять те же 2 страны, Бельгию и Голландию, то в Бельгии народу умирает на 100 тысяч населения в 1,5 раза больше, чем в Голландии. И в 3 раза больше, чем в каких-нибудь Никарагуа или, значит, соседней Коста-Рике. Никарагуа. А если взять по капиталовложениям, то бельгийская медицина в 100 раз дороже никарагуанской, а эффект в 3 раза хуже. Пожалуйста.
Валерий Значит- Ильич, а какова природа этих электромагнитных полюсов? А может быть, они еще какие-то... Да, и гравитационные, и еще какие-то. И природа их до конца, конечно, не понята ни мной, так сказать, ни кем. Вот. Но надо понять одно простое. Это универсальные свойства материи. Если мы берем две частицы элементарные, считается, что два электрона, допустим, они равны. Но есть два одинаковых листа на дереве? Нету. И нет двух одинаковых людей. Ничего в природе одинакового нету. Но раз возникает система из двух элементов неравновесных, то одни начинают вращаться, один вокруг другого. К ним присоединяется третий, четвертый и так далее. Они присоединяются, чем больше их, тем быстрее они присоединяются. И вот вокруг этих точек и происходит движение всего. Электромагнитных волн, гравитационных волн и так далее. И поэтому не случайно формируется побережье там, Африки или Аравийского полуострова. Не случайно город Аден возникает на побережье Аравийского полуострова, потому что там его место. Иначе смысла нет строить город там где-то далеко в пустыне, порт. Никто построит и так далее. Таким образом все процессы происходят закручивание вокруг этих точек. Эти точки свои свойства меняют под влиянием солнечной активности, положения звезд, планет, ну и прежде всего Луны. То есть Вот. мы можем говорить просто о каких-то энергетических полюсах, природу которых надо еще изучить. Да, конечно, совершенно верно. Абсолютно правильно. Вот. Природа их до конца, естественно, не понята. То есть вот я прикладываю то к одному, то к другому, то к третьему. Какие Вот можем приложить институты к заинтересовались Вселенной. вашими открытиями? Да, то есть, много людей проявляют интереса, так сказать, и астрофизики, и геофизики, вот о которых я упоминал, там, биологи. Но это интерес очень неустойчивый, очень неглубокий. Это на уровне детского любопытства. Ну, там, скажем, вот из ветеринарной академии завкафедры зоогигиены мне предлагал давно, так сказать, повысить производительность курей, значит, в Подмосковье. Ну, вот он 2 месяца уже все предлагает, а курей все нету, никак не предъявит. Значит, там астрофизик взял вот мои книжки, тут купил и куда-то исчез, наверное, в космос улетел. Вот. Ну, бог его знает, они так появляются на горизонте и мелькают. Поэтому я стараюсь работать самостоятельно. В собственной фирме. Да, в собственной фирме. Вот надо вот деньги заработать на компьютер. Вот я занимаюсь продажей книжек в розницу, торгую национальным достоянием. Хотя здесь лежит в этой книжке же сотни миллиардов долларов, но я устал это объяснять. Если бы мы это продали хотя бы американцам, мы уже расплатились бы со всеми внешними долгами и еще бы заработали на всю программу «Фермер» там, 2000 года и так далее. Вот в этом вся беда. Но это обычная история. Там. Колумб тоже 30 лет бегал, всем показывал, что Земля имеет форму шара, и что, в общем, можно доплыть до Индии, если плыть на запад, а не на восток. Вот. Ну, 30 лет понадобилось, чтобы объяснить людям. Так что, ну, ничего, вот отпраздновали 500-летие открытия Америки. Ну, пройдет еще лет 500, тоже отпразднуют когда-нибудь открытие полюсов Храпова. Вот, с помпой, с оркестрами там и так далее. Это все истории проходили, это все давно известно. Пророка в своем отечестве не было и не будет еще долго. Вот. Ильич, ну вот Платона мы тут вспоминали, может быть, еще и Пифагора вспомним. Говорят, что наши планеты тоже звучат как некий такой аккорд, и каждый как бы имеет свою ноту. Ну, наверное, это правильно. Вот. Хотя я этим специально не занимался. Но вот что касается того, как мы воспринимаем звездное небо по-разному, я могу продемонстрировать с помощью вот биолокационных рамок. Вот здесь вот. Вот посмотрите. Вот на Эйнштейне, да. Значит, вот волчок, да, расписанный, понятно, так? Теперь смотрите, я его кручу по часовой стрелке. Обратите внимание на то, как выглядит цвет, да? Особенно белый, синий, красный. Так, запомнили, да? А теперь я его кручу в другую сторону, против часовой стрелки. Видите, цвет совсем другой характер цвета, да? Да. Так, есть, изменилось. От чего же это происходит? Единственное, что я сделал, цвета те же самые, только повернул. По часовой стрелке или против часовой стрелки. Теперь вот самое забавное, значит, вот в этих двух книжечках. Вот карта звездного неба, сфотографированная в области полярной звезды. Ну, просто, На Северном полюсе. да, аппарат просто ставится на выдержку на несколько часов, и траектории звезд прочерчены, да? Вот теперь посмотрите, вот держите, Тамара. Я вот сейчас вам покажу, как вот мой организм... Нет, ко мне поверните этот снимок, снимок ко мне поверните. Как нам теперь надо? Куда нам идти? Теперь надо просто повернуть. Он крупно снял этот кадр, вот поднесите ему книжку просто и все. Хорошо. Вот так вот, давай так. Вот. Так, сейчас я Так. подальше, чуть-чуть от меня подальше. Вот. Так. Так, а теперь на меня камеру, а ко мне поверните этот снимок. Снимок ко мне. Ко мне поверните, чтобы я его видел. Вот посмотрите, видите, как меняется мое биополе, когда я гляжу на эту картину. Так?
Все, спасибо. А теперь посмотрим на другую картину, вот в этой книжке. Так, нет, снимок вы видите аналогичный, да? Так, замечательно. Вот. А теперь поверните ко мне и посмотрите, что будет с моим биополем, когда я буду смотреть на этот снимок, сделанный в Австралии, в сторону Южного Креста. Как видите, показания рамок противоположные. Так вот, вы видели, как меняется цвет в зависимости от того, как вращается. Значит, если мы смотрим на звездное небо из Южного полюса, то мы смотрим на небо, вращающееся, на звезды, которые как бы вращаются против часовой стрелки. А если мы смотрим на северный, то мы смотрим на звезды, которые вращаются как бы по часовой стрелке. Точно так же, как все здания современной физики держатся на так называемом эффекте Доплера, на эффекте красного смещения, значит, по которой показывает, что спектры звезд смещены в сторону красного цвета. Из этого делается вывод, что звезды от нас удаляются, когда-то они были ближе, значит, до этого Вселенная находилась в одном мельчайшем атоме, произошел взрыв. Так вот, на самом деле, вот пускай физики меня проверят, я не знаю, но если внимательно австралийские или аргентинские физики посмотрят, то они, скорее всего, обнаружат не красное смещение в звездах, а синее смещение. Я смею так полагать. Это вы дарите свою гипотезу? Да, австралийским ученым я даю свою гипотезу. В Рождество. На святочной неделе. Да, пускай проверят. А заодно подумают тогда, на каких камнях, на тех ли камнях должна стоять современная физика. Вот и все. Лечить поштучно, конечно, это очень тяжелое занятие. Гораздо легче вылечить население какой-нибудь страны от какого-нибудь заболевания. Это гораздо проще. Вот. Но, тем не менее, приходится пока таким образом зарабатывать деньги. Вот. Для того, чтобы развивать науку дальше. Так что, вот так. Ваших детей вы уже вылечили от чего-нибудь? Да, ну и детей, и себя. Ну, они в основном простудными заболеваниями лечат. Но простудные заболевания лечить намного сложнее. Потому что при простудных заболеваниях так сказать, меняется биополь всего организма, а не какого-то пораженного органа. Вы можете гарантировать им здоровье чисто? Ну, если они будут соблюдать гигиену электромагнитных и иных полей, чего абсолютное большинство людей не делает, потому что это зависит даже от того, какой телевизор мы смотрим, в каком режиме. Иногда полезно смотреть в цветном режиме, а иногда в черно-белом. А что это значит соблюдать гигиену? А вот из тех закономерностей, которые я открыл, вытекает целый ряд правил. Ну, допустим, при раковых заболеваниях, там, скажем, я не знаю, там, при раке молочной железы, в определенные дни вот лучше смотреть черно-белый телевизор. Если смотреть цветной телевизор, то состояние больного будет ухудшаться. И наоборот. Но это нельзя сказать, это надо смотреть по каждому конкретному дню. А так, то есть это не может быть рекомендацией вообще. Или, скажем, вот это правило 2 тарелок, о котором я говорил. То есть вот, значит, когда вы живете здесь, на холме, и вам стало плохо, вы спустились вот сюда, в низину, и вам стало намного лучше. Или наоборот, вот в низине вам плохо, вы перебрались сюда на холм, и сразу же себя прекрасно. Ну, надо попасть только вот в эту центральную точку, где процессы идут наиболее интенсивно. То есть, Валерий Ильич, по-моему, надо кочевать, как делали наши предки. Ну, это кто как может. Почему кочевать? Не обязательно кочевать. Можно взять вот и ноту ля. Можно и поле подвинуть. Как это делает Тёма? Как это делает По-моему, он Тёма. уже всех лечит, и вас в том числе. Ну и у нас он лечит. Музыкой, естественно, тоже. Но это, с музыкой там не так все однозначно. Пошел. Да, ведь поэтому недаром в древности, в старину, лечили колоколами, и колокольный звон влиял на здоровье человека. Да, наверное. Даже от крыс, по-моему, избавлялись. Да, вот у меня тут еще заметка есть замечательная про крыс. Сейчас мы... Но с колоколами, да, то есть колокол имеет определенную ноту, и достаточно чистую. Точно так же, как вы вот на камертоне брали ноту ля, так же у колокола есть определенная нота. Но точно так же колоколом можно было и навредить. Это зависело от характера заболевания, от человека. Это неоднозначный все опять ответ. И против врагов, наверное, были свои колокола. Да, а вот тут вот очень... Да. Так вот, значит, вот 2 города, пораженных чумой. Александрия и Каир. Вот теперь мы проведем еще дальше дугу и попадем в Стамбул. Тоже город, пораженный чумой. Все они оказываются равноудаленными от этой точки. Возьмем раствор циркуля пошире. Вот до города Триполи в Ливии. Тоже была чума. Вот мы поедем, значит, по этой дуге и попадем вот здесь вот Мекка, Джида и, не помню, там Бахрейн. Так, вот. Значит, если мы возьмем еще большие растворцы, ну тут больше городов не было, или вот другой полюс в районе города Амман. Если взять опять от той же Триполи, от того же города Триполи, то вот эта дуга пойдет, и вот она попадет
в Рангун. Город, в котором тоже была, соответственно, чума. Вот. Ну, можем взять раствор циркуля поменьше, вот от той же Александрии, по этой дуге пойдем. И мы попадем вот тут вот в район Мадраса и в район, так, и в район вот здесь этого самого Синопа. Вот. То есть эти города оказываются равноудаленными вот от этих гравитационных электромагнитных плюсов. Если возьмем вот здесь вот Коломбо, то мы попадем в Калькутту, а дальше из Калькутты по дуге мы попадем в Афины. То есть опять вот сюда, вот в Афины. Вот это равноудаленные опять от этой точки города. Все они возникли не случайно. Северный полюс – это яма, вмятина в земной коре. А теперь Южный полюс – это выпуклость. Так? Холм. Теперь, если мы возьмем древнейший полюс нашей планеты, это Тихий океан, древнейший северный полюс нашей планеты. Это вогнутость, яма. А противолежит ему выпуклость, Африка. Понятно, да? Ну, тут еще я брал другие, более, так сказать, древние полюса. Ну, скажем, вот здесь я начертил, вот в районе Бермудского треугольника, вот видите, тут все опять по дугам, так сказать, выстраивается и так далее. Вот. Противолежат другие полюса. Значит, соответственно, вот в Австралии можно найти это тоже. Или вот другой полюс, так сказать, вот более древний. Вот, все закручено. А, вы просто слушаете, это я вещать должен. Давайте сделаем такие Я штуки. вещать рассказал. Так, Давайте. какой же вам анекдот рассказать? Наверное, какой-то старый. Встречаются два приятеля. Говорит, здорово. Вот. Говорит, как, говорит, поживаешь? Говорит, да ничего. Я хочу просто заселить планету здоровыми, талантливыми, одаренными людьми, поскольку мне надоело жить с дураками, которые не понимают, что болезнь – это есть наказание за глупость, за невнимание к природе, к самому себе. Вот когда мы научимся на мир смотреть немножко другими глазами, когда поймем, где надо строить роддом, а где не надо его строить, тогда это пойдет само собой, очень просто.